Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Чем сердце успокоится? Что прояснится в вашей жизни? Обычно мы спрашиваем, чем дело кончится, но вот, может быть, и есть какая-то тема, вопрос, которая затягивается, например, да? И вроде решение, оно будет принято, вы это можете чувствовать, но, может быть, не совпадает это с теми сроками, как вам бы этого хотелось. Но очень хотелось бы узнать, так, сердце, чем оно успокоится? Или какой вопрос прояснится? Это где-то больше мы будем рассматривать, что вас будет, может быть, радовать. Или вот через чувства, ваши мысли, ваши ощущения. Вот как вы будете себя чувствовать по тому вопросу или по какой-то запутанной проблеме. Развязка, да? Вот именно вашего вопроса, как видят это карты. Ну и, конечно, вначале мы сделаем краткую сигнификацию. С чем это связано? Кому сегодня карты будут раскрывать будущее? Наш расклад подойдет одинаково как для мужчин, так и для моих любимых девочек. Неважно, какой возраст. Ну и рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Что о вас? Кто вы? Где вы сейчас? Что там у вас происходит? Ну точно. Наверное, не случайно я выбрала такую тему «Аркан Башня. Трансформация», мои дорогие. И у кого-то рухнули ваши планы. То, что, возможно, вы что-то просчитали. Может быть, сложившиеся обстоятельства, которые были совсем недавно. Для вас даже вселяли оптимизм. Но случился какой-то, вы знаете, как пункт X, и все пошло не так. И это было связано не с вашим желанием. А у вас-то, может быть, и было все распланировано. А тут что-то пошло наперекосяк именно из-за третьих факторов или третьих лиц. По этой карте иногда, знаете, наступает прозрение наше, когда мы понимаем точно, что нам придется что-то переиграть. По пажу мечей вы могли получить какую-то новость совершенно неожиданную, которая вас заставила изменить методы. Как изменить, хочется сказать, походку. То есть себя перепланировать совершенно на что-то другое. Может быть, даже это было связано с получением какого-то документа, юридического документа, когда вот нужно как будто что-то оставить, то, чем мы занимались прежде, или, по крайней мере, повременить, именно сделать какую-то остановку в прежних предпочтениях, вопросах, потому что сейчас что-то, как на злобу дня, приходит известие. Может быть, это у кого-то даже связано иногда по пажу мечей, это наши дети. Может быть, даже взрослые дети. У кого детей нет, сложилась опять же такая ситуация, когда вам нужно изучить сам вопрос и как будто вот этот вот переход между прошлым и будущим совершить. Может быть, вы сейчас смотрите этот расклад, пытаетесь что-то анализировать и для себя просчитать вот эти последующие шаги, потому что для кого-то из вас знаний как будто не хватает. Может быть, знаний буквально законов, может быть, и самого себя, саму себя на что-то новое, как направить, организовать, может быть и так. Но для вас это очень сложное решение, словно пусть 2 шага, но над обрывом. Мы как будто не были или в этой ситуации, или в сложившихся обстоятельствах. А для кого-то из вас, может быть, это даже была та весть, которая прозвучала в средствах массовой информации. И для кого-то, например, может быть, и недавнее решение куда-то поехать. А может быть, для кого-то из вас какой-то контакт, который произошел на расстоянии, важный разговор. Все-таки аркан звезда может говорить отчасти о ваших планах, причем таких долгосрочных проектах. Но то, что-то случается вот буквально в предыдущий какой-то период, буквально, может быть, днями раньше, может быть, утром сегодня, или вот когда вы смотрите, открыли это видео, то есть это недавно произошло. И вот эти планы пришлось совершенно по-другому видоизменить. Собирались в одно место, а теперь рассматриваете другое. Собирались взаимодействовать с конкретным человеком определенным образом, а тут что-то изменяется или меняется уже прямо буквально сейчас. И вы понимаете, что нет, мне вот сферу или фокус своего внимания нужно переместить совершенно на что-то другое. Может быть, кому-то из вас необходимость была вот именно куда-то даже поехать.
Может быть, это связано было, у нас король мечей выпадает. Иногда, правда, это как юристы, адвокаты, иногда это проходят люди узких специальностей, врачи, ну или люди, работающие с металлом. Ну, можно, даже мы можем переложить на наш бытовой уровень, когда, увы, башня что-то вышло из строя, какой-то прибор, у кого-то и так банально может быть, да, когда нужно срочно что-то отремонтировать или пригласить этого специалиста, чтобы специалист что-то исправил, да, видоизменил то, что уже сложилось. Иногда по этой карте мы действительно обращаемся к кому-то, вот как к таким экспертам, которые, ну, если мы не специалисты, а другой человек может как раз порядок какой-то восстановить. Но ведь для кого-то из вас это знание закона, или вам нужно, может быть, разузнать, как в отношении вас работает закон, и вы сейчас и где-то предполагаете, что вам потребуется вот юрист или адвокат, и вам нужно понимать, как закон работает в отношении вас. Но точно так же для кого-то это могла быть ситуация на работе, смена руководства или конкретный человек, который, ну, несколько видоизменил свои планы. Были одни договоренности, а вышло что-то по-другому. И, может быть, это вот вы перепланируете, вы уже распланировали на далекий период времени, а вот именно вы услышали эту информацию от конкретного человека, если для кого-то это проигрывается. Хотим мы того или нет, мы это должны принять как данность. Ну, иногда, если мы про астрологию, то это будут люди, которые рождены под знаком зодиака, стихии огня, близнецы, весы, водолей, или банально человек имеет там асцендент. Не все знают свой асцендент. Тем не менее, даже если вы что-то переиграли, переиначили, как будто туз пентаклей – это сама судьба. Ведь это карта трансформации. Вас сама судьба как будто уводит несколько в другом направлении. Может быть, это вот все то, что описывают карты, произошло относительно недавно, не буквально днями, а может быть неделями. Ну, где-то так и тоже может проиграться, потому что все зависит от, ну, как объема вопроса, да. Ну, давайте еще несколько карт достанем. Но тут, правда, какая-то есть проблема, тема, которую обязательно нужно решить. Карта императрица. Мои дорогие мужчины, для кого-то из вас это может быть очень важная женщина в вашей жизни, мои дорогие девочки. Это вы сейчас очень ресурсный человек, тот, может быть, который всем помогает. Императрица – это сама доброта. Это участие в жизни наших близких, любимых людей. Ну, может быть, вот что-то изменилось, кстати, по части денег, например, да? Или вы узнали новость, а вам нужно совершить какой-то платеж. Возможно, какой-то платеж предстоит, и вам нужно, вы не знаете, как это вот осуществить. Все же в наше сложное время у кого-то и блокировки идут, да, или когда вот ресурсы не все работают. Может быть, это заключение, опять же, какого-то документа, договоренности, который должен быть прописан и на бумаге, еще одновременно, может, это по работе даже, да, но есть здесь еще какой-то финансовый все же интерес. Я могу предположить, что это может быть и конкретная помощь какого-то человека. И вы понимаете, к примеру, вы даже могли одолжить деньги, может быть. Или вам человек помог, но вы понимаете, это вот именно какой-то объем, да, помощи. Либо деньги надо возвращать, либо на последующий путь мне никто не поможет. Или на какую-то дальнейшую мою траекторию. Хочешь, не хочешь, а императрице вот именно теперь думать нужно и о самой себе, но, может быть, еще и о тех, кого вы любите. Может быть, и о детях или о близких. И вот вы сейчас на раздумье, как же поступить. Получится ваше дело или нет. К какому итогу в конечном итоге придет. Как итогу я имею в виду саму ситуацию, как разрешится, может быть, и ваш вопрос, но что же останется со мной? Каково может быть мое будущее? Какова моя стабильность? Где я окажусь? Иногда ведь, правда, аркан звезда может говорить об очень далекой поездке, которая за тысячи, может быть, километров, может быть, у кого-то и поближе. И, может быть, есть какой-то проект, который касается, как и дома, переезда далеко, а у кого-то это будет через работу. Или вынуждает какая-то ситуация, опять же, которая связана с финансами.
Ну, реалистка, конечно, карта императрица. Она надеется сама на себя. Но и если, мои дорогие мужчины, вы открыли это видео, и где-то у вас совпадает с личной жизнью, то вы можете быть сейчас как на выборе. Следует мне эти отношения продолжать. А раз выпадает аркан императрица, то для мужчин это, знаете, как уровень ответственности. Стоит ли мне брать на себя такую ответственность? И вроде женщина важна, но вы тогда уже точно понимаете, с императрицей не получится игры. Для вас, мои дорогие девочки, тут тоже. Вот, наверное, вы как фокус своих приоритетов, может быть, прежде это было что-то одно, как мы сказали. Но даже, знаете, хоть камни с неба, если сейчас что-то меняется, вы готовы тоже видоизменить для того, чтобы так или иначе, или с учетом каких-то новостей, изменившихся обстоятельств для себя, тем не менее, создать вот эту подушку безопасности или какой-то надежный тыл. Вообще, я должна сказать, мы спросили, чем сердце успокоится. И иногда так бывает. Сигнификация, вот в последних раскладах у нас такое было, дает уже где-то подсказку на то, что у тебя все, ну вот ты как будто сумеешь или решить какой-то вопрос. Хотя, может быть, каким-то другим методом, но у тебя все получится. И я могу сказать, что, скорее всего, вот, может быть, методы какие, да, или успокоится ли сердце, да, ваши ощущения. Может быть, и проделать какую-то работу над самой собой или самим собой каждому из вас придется. Поэтому вот давайте, если подходит наша сигнификация, мы будем раскладывать дальше и узнавать, так чем же все-таки сердце успокоится. И первая тема, которая... Ох, а у нас тут... Смотрите, карта мага. Вы могли столкнуться с обстоятельствами, которые сильнее вас. Но точно так же вы могли столкнуться с человеком, который принял, ну, однозначное решение. Вы где-то можете допускать, мы говорим, маг, великий манипулятор. Но, может быть, я не говорю о том, что это какое-то хладнокровное такое, знаете, как управление, манипулирование. Но, может быть, и человек оказался в такой же ситуации. Вы ее пока не видите. Одним словом, первый вопрос у нас будет, так что же прояснится в вашей жизни? К чему это все идет? Все то, что сложилось по этой башне. Что за трансформация в вашей жизни? Что за перемены? Что прояснится в ближайшее время? Карта праздника. У вас будет какая-то, смотрите, тройка. Любая тройка всегда карта будущего. А ведь и правда, что-то вы будете доизучать, искать. Вот как раз карты живут своей жизнью. И вот уже первая карта, которая у нас присутствовала в сигнификации. Поэтому вот эта трансформация или какой-то вопрос, или то, что вы услышали, или вам объявили, или сложилось даже это у вас, может быть, в быту. Но вы правда сумеете что-то исправить. Но если мы говорим о двух картах будущего, вы не случайно столкнулись с обстоятельствами, аркан дьявол, или с конкретным человеком. Может быть, это тот человек, то, что я говорила по сигнификации, который изменил, ну, как направление, изменил планы, изменил сроки. А может быть, это как раз где-то свидетельствовало о том, что, если мы говорим, да, может быть, дома нужно что-то отремонтировать, привести в порядок, то тут, скорее всего, знаете, вот есть такое выражение, где тонко, там рвется. Вот что-то подобное в вашей жизни и произошло. Тогда высшие силы как бы вот именно создали, как будто или уже какая-то прежняя история, она к этому двигалась. Но мы тут могли думать, строить планы какие-то другие, но вот какой-то, знаете, как заключительный аккорд, он должен состояться. И вот что-то подобное, вы к этому еще не дошли. Но это будет в ближайшее время, потому что, правда, по какой-то, может быть, зависимым отношениям. Или пусть это, знаете, зависимая ситуация по работе, иногда по деньгам. Я тоже это озвучивала. И здесь может, кстати, проиграться та история, если связана с конкретным человеком. Человек, страстное желание быть рядом с вами. Но я тогда должна сказать, что и у него-то сейчас, или у нее, тоже в жизни проходят очень мощные перемены. Не все человек может изменить, а может быть, знаете,
но как сама судьба, как какая-то карма возвращает человеку ту ситуацию, с которой он должен разобраться сам. И если, как будто, ну, все же мы все разные, аркан дьявол, семерка мечей, иногда это тоже совпадает с манипуляциями, называют это карта вора. Как для кого-то из вас может быть какая-то нечестность, которая прежде была проявлена в отношении вас. Или вы можете думать, например, да, а это была уже чья-то игра, а вы в нее включились. И вот здесь, правда, может быть такого рода прозрение, когда мы понимаем, ну, елки, мы что-то прошляпили. Но все же две карты нам говорят, что ты уже какой-то острый момент, ты уже пережил. Оно уже произошло, случилось. Для тебя теперь вот именно через ощущения переосмыслить, почему ты оказалась или оказался в этой ситуации. И переложить это на будущее. Может быть, это как какой-то урок жизни, факт, потому что по семерке пентаклей тут как будто нужно что-то будет вам менять. И правда, для кого-то из вас ситуация финансовая, где-то она тоже присутствует. Как будто по семерке пентаклей мы только взращиваем, ухаживаем за этим денежным деревом, а по девятке пентаклей тут как раз мы и получаем уже какую-то финансовую прибыль, доход. Это карта вашей собственной ценности. Это карта самодостаточного человека. Кстати, эта карта достаточно холодная. Она не совсем говорит об эмоциях, но эмоциональный фон – это когда вы собой довольны. Поэтому что проясняется? Давайте смело скажем, у вас шаг за шагом проясняется какая-то история, которая, тем не менее, связана с вашей, как и самодостаточностью, умением зарабатывать деньги или, может быть, с какими-то перспективами по финансам. Вполне вероятно, если вы столкнулись даже, к примеру, сокращение на работе. Или когда меняется руководство, и вам тут, ну, какой-то был такой двусмысленный разговор, и вам тоже сказали, приготовься. Ну, может так сложится, что и тебе, допустим, не достанется места. Вы как будто предполагаете, что вам действительно, с учетом аркана башня, тут идет, стремится какая-то история к своему итогу. Но вы сейчас в приоритетном абсолютно положении, потому что по шестерке пентаклей помощь высших сил. Вот, видимо, вам помогали, может быть, до этого времени. И пусть эта помощь, знаете, как вот ваша стойкость, ваша выдержка, все-таки императрица. Вы могли, мои дорогие, буквально без остатка кому-то тоже помогать. Отдавали себя, свои знания, свою энергию. И, может быть, это был длительный период. Но вот и теперь как будто вас высшие силы не оставят, но от вас они потребуют вот этой трансформации и все-таки что-то видоизменить. Что прояснится? Финансовая ситуация у вас точно прояснится. Ну вот и, пожалуйста, второй персонаж, да, или вторая карта. Если первая у нас о трансформации, карта башня, то здесь у нас опять выпадает король мечей. И все то, что я говорила по сигнификации. Знаете, у вас как будто два направления. Одно ваше, а второе, я должна сказать, вот то, что я перечисляла по сигнификации, я уже не буду повторять. То, что связано вот с таким человеком. Или вот у кого-то руководитель, у кого-то, может быть, и личной жизни касается. Или у кого-то вот нужно именно сейчас что-то видоизменить, отремонтировать или привести в порядок. То тогда это как будто одно. А вот ваши какие-то приоритеты – это другое. Здесь как два направления или два ваших интереса. И я не могу сказать, что, к примеру, сейчас это единое целое. Хотя могу допустить, что прежде именно так и было. Но может быть теперь, как отделить зерна от плевел. Разобраться с какой-то путаницей. Вот ситуация достигает пика, чтобы вы увидели что-то, ну как открытыми глазами. Что прояснится? Ну вот и третья карта, которая говорит, возможно, тебе и придется куда-то поехать. Возможно, тебе придется скорректировать свои планы. Это, знаете, может быть как достижение, получение какой-то мечты или того вопроса, о котором вы уже думали, но в иной конфигурации. Где-то карта будет говорить,
Да, тут нам и о расстоянии, а для кого-то ведь и правда по работе. У кого-то о работе, которая удаленная работа, которая для вас, тройка жезлов, вам приносит будущее. Поэтому будущее в плане стабильности, в плане большего понимания, что в нашей жизни происходит, в плане того, что мы можем уже где-то более стабильно, не через башню, это факт, планировать свои последующие действия. По тузу жезлов, что прояснится? А ведь прояснится. Это карта самих по себе новостей. Или это карта, когда мы, ну, может быть, получаем важную бумагу. Я не исключаю и такого момента, ведь туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. И поэтому как раз вверху карта башня. Неизбежна какая-то трансформация. Поэтому будьте к этому готовы. Не все так однозначно. Что же это прояснится? И с учетом тройки жезлов это будет, ой, королева жезлов, точно. Будет какая-то ситуация, либо по работе проясняться, и вы, скорее всего, получите еще не одну какую-то информационную, ну или поток. Может быть, это будет в виде общения с кем-то, важных разговоров, потому что королева жезлов умеет работать с информацией, правильно распоряжаться деньгами. Да, вот именно какие-то важные контакты, диалоги, приготовьтесь. Вот именно через диалоги тут что-то проясняется. Но еще и одновременно через получение какой-то новости. И для вас в конечном итоге выстраивается какая-то ситуация по финансам или решается какой-то финансовый вопрос. Но и одновременно вот эти приоритеты на более далекий период. Или пусть это опять же связано с какой-то важной поездкой. Но шаг за шагом у вас тоже прояснятся. Конкретно. Может быть, и придется договариваться. Вот знаете, всегда пятерка недостаток. Это всегда такая заноза, а пятерка пентаклей. Первое. Не было взаимопонимания раз и недостаток денег два. И вот, видимо, на грани, на рубеже вот этих двух позиций, да, нам придется с кем-то тут, если не договариваться, то как минимум выслушивать кого-то или для себя определять, каким образом мы тут какой-то, ну, положительный момент из сложившейся ситуации можем извлечь. Будьте к этому готовы. И мы ведь с вами говорили по сигнификации, что могла сложиться такая ситуация, что и вы кому-то не верите, видите уже какое-то манипулирование. И как раз королева жезлов уже научена горьким опытом. И где-то она сама уже о себе много не рассказывает. Возможно, и вы в таких энергиях находитесь. Ну вот знаете, как какое-то противоречие, как будто придется согласовывать. Ну вот давайте и узнаем. Где-то на уровне между отношениями и финансовой ситуацией у вас сейчас, ну как знаете, развилка судьбы может быть буквально так. Или в сложность в решении вопроса. Так как же прояснится? Что прояснится? Еще один красивый старший аркан, который будет говорить, что вот твое желание, оно все равно исполнится. Все же исполнение желаний. Но пусть не в те сроки, пусть в каком-то другом эквиваленте. Но от тебя, безусловно, потребуется, знаете, вот как здравые мысли, какое-то здравое решение. И не совсем тут в ожидании. Тебе придется совсем скоро действовать и поступать совершенно не так, как ты, возможно, предполагала, ну или предполагал. Возможно, договариваться. Будьте к этому готовы. Что же еще у вас прояснится? Еще один старший аркан. Вот как будто мы можем, конечно, у каждого тут по-своему, мы можем многое думать, но новый жизненный этап, мы этого не избежим. Тут ведь надо будет тоже как будто не упустить какую-то возможность. В этой карте вот этот предмет не что иное, как Грааль, представляете? То есть на кону что-то у вас очень важное. С одной стороны, что прояснится, вы получите какую-то радость или радостное какое-то событие у вас будет. Как минимум, пусть в каком-то проценте, ту или иную свою проблему вы как закроете. Факт. И для вас это будет означать не конец, мои дорогие, а только начало. Потому что, решая один вопрос, у вас тут же вам придется решать, скорее всего, что делать дальше. Что прояснится.
вот у кого-то и будет прояснено. Все то, что вас сейчас беспокоит, десятка чаш. Здесь и межличностные могут быть отношения, и в плане семьи, дома, места пребывания, нахождения или куда вы собираетесь. Емкая карта, которая будет говорить и о благополучии тоже. Может быть, вот эта башня или как смена планов, например, да, собирались действовать одним образом, а тут приходится что-то переиграть. Но вам ведь все во благо, мои дорогие. Поэтому что прояснится? У кого-то вот то, что вас сейчас беспокоит, как раз и вы выровнять сумеете какую-то историю. Да, не без помощи. Не без помощи, может быть, мы где-то по сигнификации говорили с вами, что, может быть, и была вам оказана в какой-то мере помощь, но умом вы понимаете, что это не какой-то безграничный бонус или то, что будет до бесконечности продолжаться. Тут нужно как будто самой или самому вставать на ноги. Но, видимо, настолько вас берегут высшие силы, что все равно будет вам дана эта возможность или поддержка, может быть, в виде сложившихся обстоятельств, каких-то ситуаций, ваших собственных решений, когда вам, даже пусть вы что-то настолько видоизмените, что это будет какой-то совершенно иной вариант от первоначального вашего плана. А вот, видимо, так работает. Именно Вселенная, складывая для вас через башню, может быть, какие-то события, чтобы вы не упустили своего счастья, что прояснится. Да вам это как будто по судьбе. Очень часто аркан справедливость, именно карта кармы. Причины и следствия. Да, мы говорили еще и такой момент, что не вы сами по себе, а вот вы и взаимодействие с кем-то, взаимопонимание с кем-то. И тут влияют на нас, как и события в жизни, может быть, ближайшего окружения, конкретного человека или обстоятельств. Вот есть здесь какое-то выравнивание, как по судьбе, и исходя из причины и следствия, значит, для чего-то вот все то, что происходит, вам просто необходимо. Потому что если бы мы остались в прежнем месте, то мы бы как будто потеряли время. Или мы бы, могли даже проиграть. Или мы бы оказались в какой-то зависимой ситуации. Вот, а иногда, как ломает какой-то шаблон наша судьба, и вот что-то подобное происходит в вашей жизни. Более того, для кого-то из вас совсем скоро прояснится история, которая будет действительно связана с какой-то путаницей. Я точно так же не исключаю, что вам придется, может быть, и много перемещаться. В ближайшее время будьте к этому готовы. Отчасти могу сказать, что вы получите много информации, и с информацией вам тоже придется как-то поработать. Может быть, это дает вам определенный приоритет, продвигаясь шаг за шагом. Может быть, даже узнавая, как в отношении вас работает закон. Вот некоторые моменты, да, это вам тоже приносит определенную стабильность. И вполне вероятно, вы себе как базис создаете, когда риска в вашей жизни будет меньше. Вот именно риск еще где-то все-таки присутствует башня и дьявол. Риск, согласиться, может быть, оно и радует. Оно может, знаете, такое манящее. Хочется именно верить, именно хочется где-то и расслабиться, чтобы вот именно как обещали, да, и вот оно так сложилось. А оно ж так не складывается. Оно как, знаете, как вот опять же вот эта заноза происходит, и вас как будущее, как ваша судьба вас переориентирует, как перенаправляет именно в то место или в том направлении. Или, может быть, проводя какие-то перемены в жизни другого человека, именно вот в этот момент, прямо сейчас, в эту минуту, это тоже для вас каким-то образом во благо. Ну, давайте тогда будем узнавать уже конкретно наш расклад. Самый главный вопрос. Чем сердце успокоится? Потому что прояснится, нам сказали, правда, вопросы и личной жизни, тут у кого что, поскольку и старшие арканы 3, да, но и десятка чаш очень такая добрая, емкая, новое качество жизни. Оно включает сразу, да, и вопросы работы, и вопросы достатка, и вопросы и место пребывания, и нашей семьи. То есть это будет прояснено. Будет какой-то, заключительный аккорд. Или наступит это сама по себе ясность.
отчасти и от вас, но и еще и взаимодействие с другими людьми и правильные оценки происходящих событий. Но вот ваши ощущения, мысли ваши, чувства, чем сердце ваше успокоится? По пятерке чаш, видимо, придется быть реалистом, ну, правда, должна это сказать. Вот на деле ведь как раз, если мы говорим конкретика, тут есть возможность решить ваш вопрос. Но я, как говорила, это требует от вас совершенно других энергий или смены планов, когда вы, с другого ракурса будете рассматривать вашу проблему или сложившуюся ситуацию и насколько хватит мужества что-то переиграть. Но если мы говорим именно о чувствах, сожаление будет. Пятерка чаш – это то, что мы не можем изменить, но нам с этим, как-то жалко проститься. Может быть, это, знаете, на уровне какой-то нашей надежды, которые были построены прежде, и это вот то, что, может быть, было обещано, да, но это не состоялось. И самое важное сейчас – это вы сами. И вот посмотрите, есть как будто рядом с человеком, с нашей девушкой, вот та чаша, наполненная сокровищами. Вот пусть эта чаша только одна, но она рядом с ней. Она вот буквально стоит, никто ее не забирает. А вот эти 4 как будто – это все какой-то пройденный этап или какая-то уже проигранная история. Ну хорошо. То есть есть разочарование. Сказать, вот мы пока только первую карту достали, чем сердце успокоится. То есть тут быстро пока не успокоится. Вот ради откровенности будьте к этому готовы, что какие-то эмоции, они будут нас периодически накрывать. Десятка мечей, но тем не менее все завершается. И как раз называется эта карта, давайте я повторю словами Колет Барон Рид, известного психолога, таролога с большим стажем. Десятка мечей, мы ведь часто говорим, мы закрываем в прошлое дверь. А Колет сказала: изящное завершение. Мне вот вы что-то изящно завершаете. Одна карта дополняет другую. И вы смотрите, чем сердце успокоится. Аркан влюбленный. А ведь и правда, здесь по этой карте могут меняться обстоятельства в жизни конкретного человека. Может быть, это была путанная история, и нам здесь женщина, девушка, она такая более отчетливо изображена. А молодой человек, он больше похож на какой-то образ. Может быть, это то состояние ваших отношений, когда это в образах, или когда, опять же, было что-то обещано, заявлено, или, может быть, даже были отношения, когда уже что-то вы планировали, мои дорогие, но что-то пошло по-другому. Сложились именно какие-то жизненные коллизии в жизни и вашей, и конкретного человека, и вы сейчас в состоянии выбора. Мы спросили, чем сердце успокоится. Тут пока не успокаивается, потому что выбирать вам придется. Но для вас, видимо, вот как по страшному суду, суд совсем не страшный. Это карта избавления от боли, избавления от страданий. Это 2 старших аркана. Вот когда это как период небытия. Период, когда мы не могли что-то осуществить. Словно девушка, которая находилась на дне. Посмотрите, да? И вот она теперь всплывает. Когда мы именно проясняем какой-то вопрос, и, может быть, не так это быстро происходит, как прежняя болезненная ситуация, шаг за шагом, она завершается. Вот интересно, так я положила, а тут у нас еще совпадает с десяткой жезлов. Это ведь иногда мы от чего-то устали. И вот теперь сами высшие силы, может быть, благодаря вот вашему какому-то важному решению или важному выбору, у вас и происходит вот это возрождение, избавление от боли, избавление от страданий. Поэтому чем сердце успокоится, а вот сам по себе тот период, когда мы прощаем себя, может быть, за ошибки, прощаем кого-то другого, и не делаем это вот так болезненно, может быть, да, а когда мы понимаем, по большому счету, это уже не имеет важного значения. Чем сердце успокоится? И я уже говорила не раз, для кого-то из вас сердце успокоится важной поездкой. У вас состоится важный разговор. Для кого-то из вас может так статься, что вас как жизнь переключит
ваше внимание на другую сферу ваших интересов. Предположим, прежде была какая-то задумка, что сначала, может быть, или в первую очередь вы решаете вопросы по части личной жизни, так вот тут может фокус внимания сместиться на вашу работу. Или пусть это будет наоборот, да, вы поставили для себя на первый план именно работу, труд, а тут получается так, что нужно куда-то поехать. Может быть, в этом есть смысл и для личной жизни, и даже, да, для этой самой работы, для заработков. Вот у нас же выпадали карты, все же и десятка чаш, это тоже достаток определенный. Вот, может быть, вам придется соединить все воедино, несколько сфер жизни, и именно для этого совершить какую-то поездку. Сердце у вас успокоится. Вы знаете, чем у вас сердце успокоится? Мои дорогие, острота вот это ощущений, острота переживаний, которая, может быть, пока, вот еще какое-то время присутствует, она сходит на нет. Вот тут действительно изящное завершение. Имеется в виду, это не ломка, это не когда мы что-то ломаем, и нас изнутри ломает. Или когда даже внешне что-то происходит, поверьте, это не та ситуация, когда мы уже теперь словно поражены, и мы обездвижены, а теперь мы уже нам все равно. Мы уже воспринимаем, где-то философски эту ситуацию, и мы уже переключаем свое внимание на что-то совершенно новое. Вам потребуется мужество, поэтому, вы знаете, у вас ближайший период, когда, даже я могу предположить, не до чувств, не до мира ощущений, а холодная голова. И вам в этой позиции придется быть какое-то долгое время. Но именно через это вы достигаете, когда сердце успокаивается. Вот вам туз чаш, буквально. Это карта радости, карта счастья, карта добрых событий, мои дорогие. У вас какой-то период тогда закончится, когда вы либо куда-то переместитесь, или когда вот произойдет вот эта внутренняя трансформация, когда уже вы не рассматриваете через чувства. Или пусть это даже история, которая касалась личной жизни, а вот уже отболела, отгорела. Теперь я иду дальше, но меня не поражают эти ощущения, или они меня не ставят как в какую-то безысходность. Они мне не приносят сожаления, мне никак. Вот, наверное, это здоровое равнодушие в нашей жизни периодически какой важный компонент, правда, смотрите. Это вы становитесь магом и волшебником. И вы уже по аркану маг готовы пройти какой-то на практике дальнейший путь. Вы готовы к любым неожиданностям. И маг ведь это всегда хладнокровие. Может быть, кто-то из вас, чем сердце успокоится, это вы становитесь где-то таким очень хладнокровным человеком. И вы можете даже удивляться. Прежде вас это цепляло именно через эмоции. А вот тут как таковых эмоций нет. Вот мы говорили об этом. Это все завершается. И, может быть, вот такое отношение к происходящему, когда мы видим именно ситуацию, мы ее еще заново, снова и снова не переживаем. Но мы понимаем, вот сейчас сложилось, что сложилось. И мне сейчас нужно действовать, исходя из того, что я имею, какие в моих руках ресурсы. Ведь и вправду по шестерке мечей, вот все то, что я говорила, тут судьба на вас влияет так, что вы вынуждены переключить свое внимание на какую-то другую сферу деятельности, может быть, или на другую сферу вопросов. Но чем же ваше сердце успокоится? Вот смотрите, карта мага, карта императора. Вы сможете осуществить задуманное. Вы сумеете что-то согласовать, оформить важный документ. Возможно, вам придется подумать о себе и организовать свою жизнь совершенно по-другому. Две карты самодостаточности. Но, видимо, было необходимо пройти какой-то сложный путь, чтобы вы как будто одновременно стали и императором, и магом. И неважно, кто смотрит, девочки мои дорогие, неважно, какой возраст, или меня смотрят мужчины. Явно вот эта болезненная история, которая тянулась, да еще
с учетом аркана и башня, и дьявола, когда, может быть, несколько раз вы оказывались в какой-то, как западне, так и хочется сказать. Но вот, видимо, опыт сын ошибок трудных вам дает правильное видение, чтобы или правильную оценку происходящего вокруг вас, или то, что вы слышите. Возможно, это правильно понимать людей и понимать, что от них ожидать. И неважно, работа это или личная жизнь. И от этого будет зависеть ваше благополучие, как я говорила. Более того, мои дорогие, это как по судьбе. Для кого-то из вас. Не бойтесь, правда, что-то отпускать, если уходит из вашей жизни. Потому что не случайно вот эти перемены. В вашу жизнь пытается войти совершенно что-то грандиозное и совершенно иное, о чем вы сейчас даже не предполагаете. Как и новые люди, так и новые возможности. А может быть, совершенно те расстояния или те пути дорожки, о которых вы прежде даже не предполагали. Но сердце успокаивается. Будет в вашей жизни тот фактор, который хочется на этом сделать акцент. Когда вы не просто организуете что-то, а когда ваши тылы укрепятся благодаря тому, что, может быть, в ближайшее будущее вам придется провести ряд согласований с некоторыми чиновниками или представителем, может быть, власти, который имеет некоторые рычаги влияния. Вы сумеете какие-то важные договоренности тоже провести и свою жизнь, вот как тылы, обезопасить, так и рассматривать для себя новые перспективы. Но, наверное, ваш приоритет и ваше сердечко успокоится тогда, когда мы уже не пропускаем через него новые какие-то предложения или новые обещания. Но, видимо, стать магом не так просто, правда. Нужно не одну трансформацию пройти, но на последующий период жизни. Вы именно в этом становитесь неуязвимы. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.